третий, сегодня четвертый. И номера отдельно об этом напоминают, что это именно четвертый. 150, 160. В чем преимущество простого автолюбителя? Что на 60, что вот на 180 такой же острый руль. Минус того, что вы техосмотр не пройдете с такими косяками. По салону, сидя в машине, понимаешь, в каких годах она производилась. Ресурс заложен из завода достаточно велик. Здесь уже как на VR6 такой же бампер. Вот какой надо быть гнидой. Вот веселая, бля, веселая машина, веселая. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня у нас народный автомобиль, потому что Golf 4 на данный момент бесспорный народный любимец, потому что он не гниет, как третий Гольф. Это сразу забегая вперед скажу преимущество. Не такой старый, как второй и первый, которые уже сгнили, развалились, но еще колесят по дорогам, но он не такой старый. Безусловно, все плюсы в нем есть, его есть за что любить, и его любят, и он ценится до сих пор. Мы идем по нарастающей. Был и первый, и второй, и третий. Сегодня четвертый. И номера отдельно об этом напоминают, что это именно четвертый. И это будет двойной обзор. Почему двойной? Потому что машина очень хорошо подходит как обычному автомобилисту-любителю, так же и фанату, разумеется, таких машин. В чем преимущество простого автолюбителя? Машина проста по своей конструкции, это простая надежная машина. До сих пор, конечно, с возрастом вылезают косяки, но она не стоит, сколько стоит новый BC-класс, даже 3-5-летний. И насчет кузова, я всегда в своих видео говорю, то, что кузов это самая главная черта автомобиля. Потому что есть кузов, есть автомобиль, нет кузова, это груз запчастей. И по кузову машина очень хорошо сопротивляется коррозии, разумеется, да, есть уже возрастные косяки, но данному автомобилю уже 20 лет, машина 2002 года. И по кузову этот автомобиль тоже испытал проблемы возрастные, потому что пришлось уже за 20 лет пришлось вмешаться. То есть арки, пороги и крылья заменены. Но критического ничего нету, стаканы не сгнившие, ничего не разваливается, именно вот такие косметические проблемы. По большому счету это можно было бы и не делать. Минус того, что вы техосмотр не пройдете с такими косяками. Силовая структура, днище, лонжероны, стаканы еще целые были, но сгнили пороги, начинает попадать воздух, влага, у вас сгниют лонжероны, то есть... Делать кузов, я о чем хочу сказать, может даже и невыгодно на таких машинах, потому что, да, за них просят 4-4,5, плюс кузовные элементы подорожали, не так сильно не стоят, но все же подорожали, и работа по перекраске, то есть сделать это все обойдется в $1500, а то может и больше. По элементам я смотрел, крыло, арка стоит $80, но есть арка полноценная, вот такая вот, по размеру, а есть именно банан. Банан стоит дешевле, почти в 2 раза. Порог 50, арка, крыло по 80, крышки багажника просят там и за 100, и за $150, ну, у кого какие аппетиты. И как каждый оценивает свою машину, потому что насчет цен, кстати, автомобилей, некоторые автомобили просят и за 9500, и за 8, и за 6. Есть автомобили за 2200, за 2300, но, разумеется, нужно вкинуть денег в эту машину. Вот какой надо быть гнидой. Вот машинка стояла помытая, блестела на солнце возле торгового центра. Надо было подойти и ножом TDI от буквы сдереть просто. Сколько такие буквы стоят? Рублей 20. Но $4-5 китайские эти буквы можно купить и приклеить. Не надо подойти ножом и сдирать. А если вас спалят? Не буду долго мучить, скажу сразу, это 1.9, 150 лошадиных сил, полный привод 4Motion. И кажется, чем автомобиль отличается, в принципе, от большинства четвертых гольфов, которые ездят. Да, единственное, что здесь более дорогая задняя ходовая, потому что раз полный привод, сзади не балка, рычаги.
А так все одно и то же. Но, во-первых, внешне отличается это бампером, потому что на обычных гольфах бампер чуть меньше. Здесь уже как на VR6 такой же бампер. Ну, по большому счету, на обычный гольф можно такой же бампер поставить и якобы уже быть все модным, современным. Я раньше на многих автомобилях негативно относился к багажнику. Это практично, это кому-то нужно, но выглядит нелепо. А так, обойдя ту машину, посмотрев на нее со стороны, но я не сказал бы, что они портят внешний вид. По мне смотрится добротно, даже в каком-то плане с какой-то стороны это даже в тему. Насчет ходовой, в плане экономии на ходовой, спереди Макферсон, сзади многорычажка, да, из-за полного привода. Но в плане экономии на обслуживании автомобиля, как я упоминал на Saab, по-моему, на Saab я говорил, что то же самое на Opel, те же самые компоненты, просто не стоят дешевле на определенную сумму. Также и по их наличию. Не нужно ждать под заказ больше запчастей наличия. То же самое и здесь. Если покупать, я о том, то что... Кстати, ходовая отличается от обычного гольфа. Спереди это стойка стабилизатора. Стойка стабилизатора уже такая, как у меня в Passat 6. То есть от амортизатора до штанги самого стабилизатора. А на обычных гольфах переднеприводных было как на 4-х, 3-х Passat'ах. Ну, по классике серьга от штанги этой в рычаг. И на таком стабилизаторе машина была более расхлябанная, не такая четкая, жесткая, но была помягче, конечно. На таких стабилизаторах машина уже лучше держит дорогу, уже более острое управление, управляемость, что и нужно для этой машины, потому что она и создавалась для скорости. Полный привод неспроста в ней. И самое главное, на такой подвеске, на полном приводе, на такой ходовой, сразу другое впечатление от автомобиля. Машина уже как на балке не тянет в сторону, она лучше держит прямую, более острое управление, она хорошо входит в повороты, даже несмотря на то, что если она по мощности такая же, хотя она быстрее, разумеется, но даже если она такая же, гораздо приятнее на ней ездить. Но я, прошу прощения, ушел в сторону. Насчет ходовой. Если покупать стойку стабилизатора на заднюю ось, нужно ждать около недели, она стоит дороже, но есть возможность сэкономить. У нас было на канале Audi A8, прошу прощения, Audi A3 8L. Передняя ходовая идентична полностью на Audi A3 такой же. Задняя ходовая, чтобы покупать стойку стабилизатора на заднюю ось, полноприводная Golf 4, она, опять же, дороже и нужно ждать под заказ. От Audi TT все подходит на 100%. Только от Audi TT больше выбор по аналогам, по всему, по прайс-листу. А самое главное, цена более привлекательная, дешевая, что и нужно в плане этом. Потому что нужно ту же самую деталь купить подешевле. Я не говорю экономить на обслуживании с точки зрения, что, как многие делают, да нафиг стойки стабилизатора, я езжу по городу, там, не гоняю, снимают, выкидывают их, нахрен ездит без них. Вася СТОшник сказал, что и без них нормально, машина мягче будет и комфортнее. Я не в этом плане. Я в том плане, что купить такую же качественную деталь, но дешевле, чем она есть по каталогу такому. То есть надо быть хитрее, ребят. То есть передняя ходовая Audi A3 8L, задняя ходовая Audi TT. Ну что, по ходу, обычный гольф вроде не выдает себя никак. Вот если ехать по-пенсионерски, спокойно, вот 2-2,5 едешь, все вроде бы нормально. Но если вот сесть после обычного гольфа, вот владельца обычного гольфа сюда посадить, сразу поймет то, что машина чуть-чуть жестче. Я вот даже по себе чувствую, потому что я ездил на таких машинах, именно по стабилизаторам. Сейчас в поворот захожу, я чуть-чуть руль поворачиваю, я чувствую, что жестче, уже машину держит лучше. Уже эти стойки стабилизатора чуть по-другому себя ведут, уже по ощущению, вот сразу видно по устойчивости. Потому что с обычной стойкой, как вот на B4, на B3, как у меня, это серьга, а как на B6 уже, ну вот это, про которое я сказал, она уже все равно жестче морду держит. И нету такой расхлябанности и, скажем так, люфта. Люфт не то чтобы присутствует, но по ощущениям, что вот машина немного так гуляет. Есть какие-то пределы отклонения. Здесь такого нету, здесь более жестко. Ну и, конечно, в плане устойчивости. Вот, кольцо проезжали, вот, кладешь машину в кольцо, по-другому машина держится. Все равно на балке тянет в сторону, здесь траекторию машина держит хорошо.
Вот 120, 130, 140. Вот сразу чувствуется, что полный привод, что сзади многорычажка. Вот сразу держит траекторию. Вот ехали на Passat 5-м рестайловом здесь, передним приводом, сзади балка. И уже машину тянет в сторону, уже чувствуется сзади балка, все равно два колеса держит, уже машина не может повторить траекторию. Здесь ложится на колесо и едет. И казалось бы, тоже 4-й гольф, якобы, то же самое, но в таких вот мелочах кардинальное отличие, и это, безусловно, преимущество. Насчет запчастей надо быть хитрее, а не идти по чертежу. Ну и известная проблема всех вагов, да почему вагов, многих автомобилей, это, конечно, крышка багажника. На крышке багажника, естественно, сюрпризы неприятные. По самому багажнику, ну это хэтчбэк, пятидверный хэтчбэк С-класса, так что багажник здесь приемлемый, такой же, как и большинство хэтчбэков. В литрах, в объеме я не запоминаю. Меньше, по-моему, чем у обычного гольфа. За счет чего? Потому что здесь полный привод. Соответственно, во-первых, здесь уже нет запаски, потому что пол подняли, потому что нужно редуктор с приводом это все расположить. Балка проще, две стойки, она идет поперек кузова, а здесь запаска. Здесь уже на этом месте стоит редуктор. Соответственно, полноценная запаска не помещается, уже стоит докатка. Пол выше и объем меньше багажника. Но у обычного гольфа, к примеру, ну, примерно с А3 и с конкурентами С-класса багажник одинаковый, потому что на пару литров где-то отличается, но в целом полноценный большой багажник. Ну и здесь не сказать, что он тоже слишком мал. Сабвуфер, пара сумок здесь поместится. То же самое примерно по объему было и у Volvo 30-ки, и у Opel Astra, которые я снимал. То есть это все С-класс, только разных годов выпуска. И был Opel 2005 года. Примерно такое же пространство по багажнику. Ну, у кого-то, может, чуть больше. Преимущество этой машины, минус, это, конечно, меньше объем багажника. Но плюс за то, что полный привод, здесь установлен другой бак. И он больше, чем на переднеприводных машинах. Здесь уже бак 62 литра, не 55, а 62 литра. Также по кузовам, я забыл упомянуть то, что действительно были... Первый гольф это 3-й, 4-й гольф был 2-й, который выпускался в кузове универсал. Были также универсалы, да, на 23 сантиметра, если я не ошибаюсь, длина была больше, чем хэтчбека. Также были и кабриолеты еще в свое время, ну, также и 3-й гольфы. Но все эти 23 сантиметра уходили именно на багажник. Багажник длиннее был, все эти сантиметры ушли на багажник. Из исторической справки это было давным-давно. Jetta это седан гольфа. Также была Jetta, но это для американского рынка, для европейского была Bora. Отличалась Bora была также и в седане, и в универсале. Чуть другие крылья, чуть другие фары. И многие извращались. Из 4-й гольфов, можно посмотреть и на драйве, на других сайтах люди ставят другие крылья, но, разумеется, бампер чуть другой под такие фары. И переделал, короче, морду, из гольфа делают Бору. И наоборот, из Боры делают гольф, там извращается. Ну, кому что больше по привлекательнее по внешности, то и ставит. По большому счету, это все взаимозаменяемо, это все можно установить. Да, и будут мелкие нюансы по установке, потому что там извращается с креплениями под фары. Да, можно поставить, чтобы фары болтались, но надо будет повозиться. А так, это не проблема, это все можно сделать. По двигателям. Двигателей здесь было немеренное количество, но сначала пройдемся по тому, что здесь установлен АРЛ. 150 лошадиных сил при 4000 оборотов, 320 крутящики с 1900. Ну, поршень тоже 79,5, ход 95,5, 18,5 степень сжатия. Разумеется, ничем не отличается ременной привод ГРМ здесь. Все как надо. Форсунки, насос форсунки уже, многие боятся их. Не понимаю почему, потому что давно эти машины на рынке, уже давно с ними наловчились. Дела иметь. И самое главное, недостатки я уже указывал, их два. Это крепление на форсунках. Разбалтываться она держится на одном болту, и дизель масло попадает, и есть такой эффект. И износ распредвала. Редкое масло, плохое качество. И
соответственно, кулачки распредвала начинают изнашиваться. По двигателям, в целом дизельным еще, весь спектр был на канале. На Audi A3 было 100 лошадиных сил. На B5 Passat на Audi A8, на Audi A8 поставили 130 кобыльный, но чипованные там были. На Audi A6 C4 было тоже 130 сил, но опять же другая турбина, уже мощность накинули. Здесь 150, то есть весь спектр этих двигателей уже полноценно есть на канале. Так что сегодня в каком-то смысле праздник. Мы завершаем весь модельный ряд. Вы скажете, что были еще 115 сил. Да, и эта машина тоже у нас была. Audi A4 B7, там 115-сильный, такой же на вид внешний двигатель, но он шумная более его работа. Я там рассказывал видео, одним словом, много всяких мелких изменений, по большому счету то же самое, да, 115 лошадиных сил там. И как многие считают, чем этот двигатель отличается в целом от простого Гольфа 130-сильного? Да, другая турбина, другая прошивка, а так все то же самое. Ну, на самом деле, да, другой интеркулер здесь, сами вентиляторы другие. И найти их проблема, если находить новым, мне надо тоже под заказ, они дорогие. Тяжело их найти, чуть другие. Но самое главное, что другие вентиляторы сюда попросту не станут. Ну и разумеется, раз другой интеркулер, на всех тюнячих машинах это было видно, раз другой интеркулер, соответственно, магистраль на него будет уже другая. Здесь также и магистраль отличается на интеркулер, потому что он больше по размеру. Также, почему Гольф, в отличие вот от B5 Passat, Гольф более народный? Потому что дешевле, да? Во-первых, а во-вторых, то, что вплоть до конца производства на Гольф устанавливались двигатели еще, это 188 серия насос форсунки, также была и 180 серия, и она устанавливалась вплоть до окончания производства. Поэтому, если вы боитесь насос форсунок, как многие люди такое говорят, можно купить такой же двигатель, ну не такой же, не 1Z, как у меня на B4, но тоже 1.9 TDI на старом добром ТНВД. TDI-шный простой, надежный, якобы, как все многие говорят, хотя не сказать, что этот ненадежный. Но тот проще, якобы долговечнее, проще в эксплуатации, дешевле. Да, там есть свои плюсы, но минус по динамике. Но кому нужна надежность, были 180 серии, 1.9 TDI, 90 сильные. Даже до 2034 года можно найти. И в своем видео про B4, где я менял коробку, я рассказывал то, что преимущество от B4, B5 тех Passat'ов, тех автомобилей, то, что их можно делать современней. От Гольфа 4, от Шкоды Октавии купить двигатель 90-сильный и поставить его туда. На автомобиль 30-летний можно поставить двигатель 18-20-летний. Да, там придется с электрикой повозиться, но тем не менее сделать это можно. По надежности еще, если заморочиться уже принципиально, то были здесь еще 1.9 атмосферная SDI. 75 лошадиных сил без турбины, потому что многие боятся турбины. Мне даже писали люди на B6, который я в свое время снимал, а есть такой двигатель, но без турбины. Поэтому здесь и для этих людей есть выход, есть 1.9 атмосферный. Остальным здесь широкая гамма двигателей 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.8, 3.2. Но сразу скажу заранее, 2.8 не надо путать. Здесь был VR6, а на Audi A8 D2 был 2.8 V6. Это разные двигатели. Да, там больше расход масла, расход бензина, они более редкие. По обслуживанию дороже, то есть и не факт, что вы найдете живой, то есть лучше его обойти. 2.3 я также упоминал на B5 Passat. Там типичные проблемы, тоже течи масла, все возрастные течи откуда можно, вентиляция, вискомуфта. Но, как я сказал на B5, редкие, не факт, что вы найдете возрастной автомобиль с живым таким двигателем, лучше его обойти. 3.2 тоже крутой. Вопросов никаких, но расход, обслуживание, поэтому тоже лучше обойти. Лучше покупать, если вы фанат, да, если покупать именно для себя, лучше искать то, чего больше по количеству, потому что старый автомобиль ценен тем, где больше запчастей, больше ремонтопригодность. По малолитражке, так скажем, 1.4 двигатель. До 1997 года по 2000 был AKQ, индекс А.
1.4 там он отличался низкой надежностью, шумной работой и быстро проявлялся жор масла. Про 1.4 я рассказывал и на третьем гольфе. Был на третьем гольфе такой двигатель, он был снят, заменен контрактный. Снова тот сдох и поставили уже от второй джета 1.8, от капитальной, и ездит Гольф до сих пор на таком моторе. Не отличается надежностью, но с 2000 года двигатель BCA объем 1.4 уже стал понадежнее, уже масложор так не появлялся, надежность подняли в свое время, спорно, но уже получше. В рациональном зерне, так скажем, нету смысла в его покупке. Все равно лучше 1.4 обойти. Вот Шкода Фабия, которую я снимал, она уже была 2011 года, там уже 1.4, гораздо новее, атмосферно, там уже претензий нет. Это уже другой двигатель, чем это, там уже серия Я111. Здесь еще те двигатели были той эпохи, и 1.4 здесь все равно попроблемнее. BCA понадежнее, но все равно всех проблем он не лишился. 1.6 по классике всегда надежен и прост. Есть проблемы по охлаждению, по течам патрубков охлаждения. Нужно именно следить за охлаждением. В целом 1.6 хорош и прост, надежен. 1.8 были 1.8 атмосферные, 125 лошадиных сил, и 1.8 турбо. 1.8 атмосферный был на Audi A4 B5, там его снимал. Да, и в целом турбовый двигатель, его версия на 150 сил, отличается тем, что хорошая поршневая, нету таких масложоров, как 1.8 TFSI и E3 восьмерки, которые стали посовременнее. Я упоминал в своем обзоре то, что многие его любят, потому что небольшая степень сжатия, 92-й бензин хавает, все хорошо, но кольцо на маслоотделителе пропускает масло, может все масло уйти, у вас будет масляное голодание, вы положите мотор. Плюс расход топлива немалый. Также на 1.8 турбо уже применен ГРМ ременной, но цепь с гидронатяжителем на распредвалах, то есть по обслуживанию он гораздо дороже, чем атмосферные версии, но, конечно, она и пуляет получше, но 1.8 атмосферные отличается только отсутствием турбины. Ну, в теории можно сэкономить на масле, потому что плохое масло убьет турбину, вам придется заменить турбину, там ее нет. Поршневая не отличается такими жесткими масложорами, то есть на масле можно сэкономить в этом плане. Но все равно в целом двигатель достаточно технологичный на тот момент и затратный в эксплуатации. И в своих видео я упоминал про то, что действительно уже даже проще взять 1.8 TFSI 152-сильный Я3 восьмерки Gen 2 модификации, CBAD. CBAB это 2-литровый дизель, а CBAD это 1.8 TFSI. Поменять там поршневую, и получается двигатель надежнее и проще, чем этот 1.8 турбо допотопный, который жрет по 15 литров топлива. Ну а самый оптимальный и простой, то что всегда советовали, конечно же 1.9 дизель и 2.0 бензиновый мотор AQP, 115 лошадиных сил, 8-клоп. Масложор там проявляется только к 300 тысячам уже с большим пробегом. Там где-то свечи надо будет поменять. Ну, возрастные такие болячки. А так ничего своего нету. Запотевание вокруг клапанной крышки, когда она уже задубеет и потечет. Такие уже проблемы. Да, поры двигателя. Ну, как на любом двигателе, уже от старости, от возраста это нужно делать. А так нет таких уже предельных, серьезных и дорогих проблем болячек. Поэтому, как и советовали там 10-12 лет назад, 1.9 и 2.0 бензиновый. Потому что и по надежности, и по оптимальности, и по массовости. По автоматам. Автоматы здесь хороши, надежны, но не экономичны. Но надежны, как многие боятся сегодня. Пускай первый расход топлива, но главное надежность. Но механики 5-6 ступенчатая, 6-ступенчатая механика. И, конечно же, нужно рассчитывать на замену сцепления в любом плане. Вот спокойно 100-120 в 3-4 тысячи крутит, летит. Тут не всегда шестая нужная передача. 150, 160. Чем хороша машина? 60, вот сейчас 180 шел. Что на 60, что вот на 180. Такой же острый руль, такое же отклонение предельно.
И в сравнении с обычным гольфом, ну это на пальцах не объяснить многие, почему ты не объясняешь, не показываешь. Потому что это невозможно дословно пояснить, надо сесть и попробовать, чтобы обычный гольф, вот на обычном я катался, но хотелось что-нибудь такое нестандартное. И вот этот полноприводный, это совсем разные машины. Тот все равно уже чуть больше расхлябанности, опять же, из-за стоек стабилизаторов. Сзади балка не такая управляемость в повороте. Внешне та же, но совершенно другая машина. Ну как, все равно как можно сравнивать там RS6 с обычной H6. То же самое и здесь получается. Ну, в своих сферах я имею в виду. Все равно машина больше предназначена для драйва. Больше спортивных ноток, чем у обычного гольфа переднеприводного. Автомобили производились с 1997 года по 2004, но педантичные люди сейчас поправят, скажут, что до 2006 они были в производстве. В Европе до 4-5, даже многие машины 5-м годом выходили, но 4-е везде были цифры на стеклах, но выходили по документам 5-м годом. А рейловские именно такие с 2002 по 2005 год, да. Но для таких педантичных людей хочу сказать то, что B2 Passat производился с 81 по 88. Но в Бразилии они были на конвейере до 2006 года, можете погуглить. Поэтому европейские именно, да, 4-5 год, больше их и не было. В основном 4-й год и моложе не найдете. 5-й год это большая редкость. В основном вот эти года. И у машины, что принципиально такая черта, не было вот именно рестайлинга. Да, фары отличались, были другие фары, было два поворотника, был и ксенон, как в нашем обычном правильном понимании, ксенон, да, были другие фары. Но такой рестайлинг легкий не было, я имею в виду то, что сейчас тоже люди начнут поправлять. Не было именно изменения внешности, как у B5 Passat. Там уже было визуально понятно, что вот он рестайлинг, другая внешка, сменили двигатели. И здесь частичный тюнинг был. Это 2000 год, потому что многие двигатели в 2000 году сменились. Некоторые остались, но вышли новые в 2000 году. По салону, сидя в машине, понимаешь, в каких годах она производилась. Но, конечно же, качество материалов неплохое. С возрастом где-то какие-то скрипы вылезут, не без этого. Но все равно качественные, хорошие материалы. Уже огромный плюс к многим автомобилям C-класса, которые уже просто с отвратительным качеством материала, особенно по дверным картам, которые уже начинают скрипеть, разбалтываться. Все равно это сильная черта на тот момент. Пускай не так весело здесь, да. Многие говорили, я упоминал и на Passat'ах тех же, то, что действительно в те года вот скучноват был дизайн у Вага, вот именно в салоне, скучновато. Поэтому многие люди вот на Ford Mondeo покупали в свое время других вот конкурентов, чтобы именно в салоне было повеселее, побогаче, попрестижнее. Сама комплектация у нас, конечно же, не бедная, потому что версия не дешевая автомобиля, полный привод, поэтому здесь уже не может быть бичуганской комплектации, в отличие от японцев. Я вот часто много на японцев упоминаю, то, что даже если у них слабый двигатель, то комплектация все равно у них не будет самая бичевая. Какой-то необходимый минимум туда поставят, в отличие вот от немцев. А у немцев Гольф там с двигателем каким-нибудь там 1.6 и там 1.4, неважно, вот объявление листаешь, даже передние стеклоподъемники на веслах. Ну, у нас здесь все 4 электростеклоподъемника. Разумеется, климат-контроль, обогрев зеркал заднего стекла, подогрев сидений, кожаный салон. Но отдельный плюс — это, конечно, руль. Уже под дерево, уже приятнее, потому что это от дорогой версии. Он круче, он лучше. Хотя руль и руль, по большому счету, кто-то скажет, какая разница, самая главная машина. Но все равно даже такая мелочь радует. Все равно общая картина из мелочей состоит. И когда того нету, этого нету, и общее впечатление все тухнет и падает вниз, ниже плинтуса. Приборка у нас стоит юбилейная, была обычная, тоже в милях и в километрах, но обычная, классическая. И на юбилейной этой непривычно смотреть то, что температура охлаждающей жидкости не в Цельсиях уже. По сидухе, мягкая, удобная сидуха с боковой поддержкой, все удобно, классно, мне можно здесь расположиться. Единственное, что настройки механические, поэтому это немного, конечно, портит картину. Но желание поставить сюда Recaro. По
подушкам, конечно, 2 подушки, руль, пассажир и по подушке в сиденьях. То есть по комплектации автомобиль неплох. И в свое время, разумеется, преимущество перед третьим Гольфом, как я уже не раз упомянул, это более коррозионная устойчивость кузова в целом. И, разумеется, жесткость кузова стала выше, чем у третьего Гольфа. Автомобиль еще безопаснее, ну и больше по габаритам. По месту сзади. Сзади, конечно, тесновато. Несмотря на то, что первый Гольф был меньше второго, второй меньше третьего, четвертый еще чуть больше, чем третий. В объемах машины немного увеличивались, но по месту это так сильно не отражалось. Поэтому я не упираюсь в переднее сиденье, но более рослый человек, конечно же, упрется. Который выше меня, над головой место есть, но так все равно физически тесновато, да. Да, у кого-то сзади места больше, у кого-то может меньше, но C-класс никогда не отличался большим пространством для задних пассажиров. Даже если брать кузов универсал там, или Бору в седане, Джету или там Бора в универсале, то все равно все место ушло на багажник. На салоне это никак не отразилось. То есть не нужно себя обманывать, этим ситуацию тоже не поправить. Теснота будет такая же. Насчет динамики. Здесь 150 сил, по стоку она едет 8,8. То же самое получается, едет 1,8 турбо, 180 лошадиных сил. Ну там, по-моему, 8,6, 8,5. 8,6, по-моему, 1,8 турбо, 150 сил на переднем приводе. Здесь 150 дизельных TDI, вот она едет 8,8. По тюнингу я уже не раз упоминаю здесь и повторяюсь, то что эти моторы можно качать, и это делают достаточно часто, бодро, и сколько уже было таких машин на канале. Вот Audi A6 C4, вот они, это огромная турбина, там было видно на видео, вот ее раскачают, там 300 плюс под 400 хотят снять. Эти двигатели обладают потенциалом для тюнинга, так что если хочется, но это, конечно же, затратно. Это не надо забывать. Если вы к этому не готовы, то и плюс еще зависит от того, на чем вы ездили. Вам может это покажется самолетом, и вам больше не надо. А если вы ездите больше по городу, то вам тем более это не надо, потому что тупо реализовать это все не получается постоянно. Оплатить за это придется, потому что подорожали запчасти, турбина, вот, пайпинг весь, чип, ну недорогой, настройки, но все равно. И перед этим я всегда рекомендую менять ГРМ, потому что очень обидно, блин, когда вы начинаете дубасить 200 плюс сил, и может быть сюрприз. Поэтому ГРМ по-любому надо поменять, и помпу тоже. Я это говорил на Audi A3, когда вот было видео про тюнинг. Ну, очень веселый, классный автомобиль, но пуляет, ну, просто идеально. И с другой стороны, 8,8 до 100, что еще нужно? Там 8,8, 9,2, вот так вот она едет примерно, ну, по заводу такие показатели заявлены. Но многим такой динамики предостаточно, если качает тоже, качает и 300 плюс, но, конечно, корч может получиться. Ну, веселая, бля, веселая машина, веселая. Стоковой динамики предостаточно, а там ее постоянно будет не хватать. Постоянно нужно качать, еще прибавить, еще быстрее, еще пару десяток скинуть. Но это уже все болезнь, и нету там конца, уже невозможно остановиться от такой зависимости тюнинга. Ну вот и все по ней. Машина актуальна, и актуальна будет еще минимум лет 5, потому что по стоимости она не так кусается по цене, говоря проще сразу, чтобы все красивые речевые обороты не углубляться. Она привлекательна по цене, она привлекательна по качеству и надежности. Да, возраст ее сказывается, потому что вот по кузовам, по технике нужно делать. Но тем не менее, ресурс, заложенный с завода, достаточно велик. Ну и не буду повторяться, что он больше, чем многих современных автомобилей. Это всем понятно, все об этом пишут. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Счастливо!